Привет, друзья! Рассказывать про супердорогие смартфоны всегда интересно, но только мне. Тем, кто смотрит обзоры, всегда более увлекательно искать золотую середину – цена-качество. Поэтому сегодня разговор пойдет про смартфон из этой категории – цена-качество. itel P55. Да, у него есть брат постарше, модель Plus, о нем мы поговорим как-нибудь в следующий раз. А тут NFC, сканер отпечатка пальца, 90 Гц экран, IPS, 256 гигабайт встроенной памяти, плюс можно расширить картой microSD, плавная работа в системе, батарея на 5000 мАч, быстрая зарядка и недорогая цена. Все как мы любим. Но давайте рассмотрим новинку поподробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! И пока я распаковываю смартфон и показываю вам, что хранится в этой стилизованной красной коробочке, расскажу вам немного о смартфоне. На борту под пластиковым матовым корпусом имеется 8 гигабайт оперативной памяти, которую можно увеличить до 24 гигабайт, плюс 256 постоянный. Встроенного накопителя в 256 гигабайт хватит для всего, тем более при желании объем хранилища можно увеличить с помощью microSD карт. Построен на базе чипа Unisoc T606, за графику отвечает Mali G57. В смартфоне умеренная производительность, которая достаточна для повседневных задач, включая казуальные и не сильно требовательные игры. В некоторых тяжелых играх можно снизить качество графики для повышения FPS. С другой стороны, умеренная производительность благоприятно сказывается на автономности itel P55, но об этом позже. Экран 6,6 дюймов HD выполнен по технологии IPS, то есть ни о каком шиме беспокоиться не нужно, лишних мерцаний, утомляющих глаз не будет. Это IPS, но и функции Always On тоже не будет, хотя многие эту функцию отключают ради экономии энергии. Зато будут защитная пленка уже с завода, отличные углы обзора и хорошая цветопередача. В помещениях или в пасмурный день яркости itel P55 вполне достаточно для комфортной работы. Еще очень радует частота экрана 90 Гц, что для глаза, конечно же, услада. После 60 герцовых экранов интерфейс ощущается более плавным. Далеко не все чувствуют разницу между 90 и 120 Гц на экране размером 6,6 дюймов, а вот разница между 60 и 90 Гц вполне себе ощущается. Так что за это однозначно лайк. Перейдем к камерам устройства. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей, в реальности вы будете получать изображение в районе 16 мегапикселей. 50-мегапиксельный сенсор обычно используется для их объединения, чтобы повысить чувствительность фотографий. Хотя производитель дает возможность получить реальный 50, спрятав эту функцию в настройках камеры. Однако при включении этой опции вы лишитесь привычных улучшайзеров, таких как HDR, стабилизация, фильтры, распознавание лиц и прочего. Тут выбор за вами. Фронтальная камера способствует разблокировке по лицу, кроме довольно шустрого сканера отпечатка пальцев в кнопке, есть и такая функция, что очень удобно. По качеству примеры фото вы видите, это 8-мегапиксельная камера со своей функцией поселфиться справляется. Как снимает видео, вы сейчас тоже видите, да, тут неплохое освещение, но с этой функцией камера тоже справляется. А вот так снимает основная камера, можете сами увидеть разницу с фронтальной, и мне кажется, должно быть неплохо. Поехали дальше. Батарейка в смартфоне достойная в 5000 мАч. Есть быстрая зарядка мощностью 18 Вт, что тоже хорошо. Беспроводной зарядки нет. Из прочего есть NFC, что несомненно радует. Сенсор отпечатков пальцев, как я уже сказал, расположен сбоку на кнопке включения. Работает молниеносно с минимальным количеством ошибок. Что по выводам? itel P55 это смартфон, который не стремится быть лучшим во всем, но хорошо справляется с тем, что нужно большинству пользователей за эти деньги. Он имеет достаточную производительность, 256 гигабайт памяти, долгую автономность, приятный экран и неплохую камеру. Он подойдет тем, кто ценит функционал за умеренную цену и не гонится за излишествами. Ссылку, где покупал, оставлю под видео. Напишите в комментариях, как вам новинка. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.